Глава 2426. Мощь печати. В этот момент тошнотворный запах крови и запекшейся крови донесся от гигантской малиновой печати, поразив всех ощущением головокружения и дискомфорта. Бегущие существа великой стадии Вознесения были очень встревожены этим, и они немедленно выпустили защитное сокровище, чтобы сдержать этот запах. Выражение лица Минь Цзуна значительно потемнело после разрушения владений буддийского речного рая, но ему удалось сохранить спокойствие, когда он спросил: «Чего вы ждете, товарищи даосы? Если у вас остались какие-то козыри, сейчас самое время их использовать. Если мы разделимся и попытаемся сбежать, нас просто выследят одного за другим». Как только его голос затих, он открыл рот, чтобы выпустить чистый белый свиток вспышки пятицветного света. Затем он щелкнул цепочкой печати заклинаний по направлению к свитку, и он медленно развернулся, выпустив бесчисленные серебряные руны, которые образовали гигантскую серебряную сеть, прежде чем подняться к гигантской печати в небе. Двое столкнулись среди грохочущего грохота, и хрупкая на вид серебряная сеть не была немедленно уничтожена. Вместо этого ему удалось замедлить спуск гигантского тюленя. Это глубокое небесное сокровище — великий серебряный небесный том. Инь Гангзи воскликнул, увидев это. Затем на его лице появилось нерешительное выражение, прежде чем он стиснул зубы и принял решение. Внезапно внутри его тела раздался громкий грохот, и клочья серебристого света в бешенстве вырвались наружу, превратившись в серебристого гиганта с длинными зелеными волосами высотой в несколько сотен футов. Как только гигант появился, он выпустил бесчисленные выступы кулаков в сторону алой печати. С каждым нанесенным ударом раздавался раскат грома, как будто каждая атака обладала силой божественной молнии. Тем временем госпожа Вулин начала произносить заклинание, и чудовищная черная проекция с головой свиньи и телом обезьяны появилась позади нее во вспышке черного света. Как только проекция появилась, она издала долгий рев, прежде чем открыть рот, и все небо внезапно потускнело, когда над малиновой печатью появилась непостижимо массивная пасть, прежде чем укусить вниз, угрожая проглотить всю печать целиком. Женщина в роскошном зеленом платье стиснула зубы, прежде чем тоже ринуться в бой, и атаки, развязанные ею, были не менее страшными, чем другие. Она подняла руку, чтобы вызвать гигантскую проекцию радужного топора длиной более 10 тысяч футов, и проекция без каких-либо оговорок направилась прямо на массивную печать. Другие существа великой стадии Вознесения также предпринимали собственные атаки, и казалось, что их атаки были очень нескоординированными, но все они в мгновение ока достигли алой печати. Малян холодно хмыкнул, увидев это, и указал пальцем на гигантскую печать, отчего кровавый туман вокруг печати резко задрожал, выпустив серию невидимых ударных волн, которые распространились во всех направлениях. Все надвигающиеся атаки были сметены ударной волной, и в результате серебряная сеть, выступы кулака, выступ радужного топора и гигантская пасть дрогнули в воздухе, в то время как другие атаки были сведены к нулю. Даже Минь Цзун не мог не сделать резкого вдоха при виде такого грозного проявления силы, и он поспешно открыл рот, чтобы извергнуть шарик эссенции крови в сторону белого свитка перед ним. Около дюжины гигантских серебряных рун вылетели из свитка, а затем превратились в серию серебристых световых образований разных размеров. Световые образования накладывались друг на друга, образуя серебряную пагоду, которая мгновенно увеличилась примерно до 8000 футов в высоту, и верхняя часть пагоды ударилась о нижнюю часть гигантской печати, на которой печать была вытеснена вверх. Однако кровавый туман вокруг гигантской печати немедленно поднялся, и кончик светлой пагоды был раздавлен, в то время как сама пагода была мгновенно опущена примерно на 10 футов. Затем кончик серебряной пагоды мгновенно регенерировался, прежде чем снова разбиться, и процесс продолжал повторяться. Серебряная пагода явно не могла сравниться с алой печатью, но ее вмешательство заставляло печать резко замедляться при спуске. Тем временем госпожа Улин внезапно обменялась взглядом с Инь Гангзи, затем сделала печать рукой, и черная проекция снова появилась позади нее, прежде чем исчезнуть в ее теле в мгновение ока. В следующее мгновение из ее тела вырвался черный свет, и она выросла до нескольких сотен футов в высоту, превратившись в гибрид свиньи и обезьяны, который был идентичен черной проекции. Однако, что отличалось от проекции, так это то, что ее тело было заключено в костюм из серой костяной брони, и она держала гигантский желтый меч в каждой из двух своих мохнатых рук. Госпожа Улин издала громовой рев, прежде чем взмахнуть своими гигантскими мечами в воздухе, выпустив пару массивных выступов полумесяца, которые пронеслись по воздуху. В то же время дуги серебряных молний появились над телом Инь Ганзи, прежде чем вырваться вперед по его приказу. Одновременно раздался рев дракона, и золотой дракон с 5 когтями, который был более 100 футов в длину, появился из ниоткуда, прежде чем броситься прямо на золотого гиганта. Оказалось, что пожилой человек с тростью метнул свою трость в воздух, на которой она превратилась в этого золотого дракона. Гигантская проекция топора, бесчисленные лазурные нити и около дюжины массивных призрачных голов были затем выпущены другими существами стадии Великого Вознесения в быстрой последовательности, кульминацией которой стал чрезвычайно устрашающий шквал атак. Малян издал громовой рев, увидев это, и сделал глубокий вдох, прежде чем резко выдохнуть, чтобы выпустить волну бесчисленных золотых рун.
Раздался взрыв громкого грохота, когда золотой торнадо сформировался перед ним, образуя золотой барьер ветра, который простирался до самых небес. Проекции желтого меча, серебряная молния и золотой дракон были мгновенно уничтожены, как только они вошли в барьер ветра. Что касается остальных атак, они даже не смогли добраться до барьера золотого ветра, так как их сдерживала вспышка невидимой силы, и они могли только непрерывно вращаться на месте. Все существа великой стадии Вознесения были поражены чувством отчаяния, увидев это. Внезапно Мин Цзун повернулся в определенном направлении с холодным выражением лица и спросил: «Товарищи даосы, почему вы оставались бездействующими все это время? Вы планируете разорвать свой контракт?» Пространственные колебания вспыхнули в этом направлении, и появились 4 молодых людей в черных доспехах, которые сильно походили друг на друга, после чего один из них ответил: «Ты никогда не говорил нам, что нам пришлось столкнуться с настоящим бессмертным, брат Мин». Судя по их аурам, эти 4 молодых людей были человеческими формами 4 мифических черных зверей, которые скрылись в космосе сразу после того, как Мал Лян завершил свое превращение. Ни в одном из условий вашего контракта не говорится, что вы можете отступить только потому, что враг настоящий бессмертный. В противном случае наша торговая гильдия не стала бы платить такую высокую цену за этот контракт. Разве вы не боитесь, что из-за нарушения контракта вас постигнет негативная реакция и ваши базы культивирования будут серьезно ослаблены? Холодным голосом спросил Мин Цзун. По крайней мере, это было бы лучше, чем оказаться мертвым. Возразил лидер молодых людей в черных доспехах. Мин Цзун внезапно переключился на передачу голоса здесь и сказал: «Я никогда не говорил, что вы должны были отдать свои жизни за это дело. Как насчет этого? Все, что мне нужно, это чтобы вы 4 дали волю своему связанному истинному пламени. После того, как ты это сделаешь, ты завершишь свой контракт, и я позволю тебе покинуть это царство». Молодой человек в черных доспехах слегка запнулся, услышав это, прежде чем в его глазах появился намек на скептицизм. «Это правда. Я бы не стал лгать о чем-то подобном, я готов поклясться внутренней клятвой демона», ответил Мин Цзун. Молодой человек в черных доспехах обменялся несколькими взглядами со своими спутниками, прежде чем кивнуть в ответ. «В таком случае мы можем помочь вам еще раз, и вам не нужно давать клятву. Однако, независимо от результата, мы немедленно уйдем после того, как проведем последнюю атаку». Выражение лица Мин Цзуна немного смягчилось, когда он услышал это, и он сказал: «Хорошо, пожалуйста, обратите внимание и нанесите удар, когда я скажу вам это сделать». Во время их разговора Малян начал повторять другое заклинание, и из его глобелы вспыхнул багровый свет, на котором появилась капля эссенции золотой крови, прежде чем полететь в малиновую печать в виде полоски золотого света. Раздался взрыв громкого грохота, когда багровый туман вокруг гигантской печати расступился, и бесчисленные алые световые нити, насчитывающие миллионы, мгновенно прорвались сквозь пространство и разлетелись во всех направлениях. Мин Цзун был очень встревожен, увидев это, и он поспешно указал пальцем на свой серебряный свиток, который немедленно превратился в серебряный световой барьер вокруг него, а также госпожи Улин, Инганзи и женщины в роскошном платье. Выражения лиц других существ великой стадии Вознесения резко изменились, увидев это, и им было слишком поздно влетать в световой барьер Мин Цзуна, поэтому они могли только со всей силой вложить свою магическую силу в свои собственные защитные сокровища. Алые нити пронеслись в воздухе, как молния, и несколько мучительных воплей раздались в унисон. Серебряная пагода также была мгновенно испещрена дырами, выглядевшими так, словно она могла рухнуть в любой момент. Кроме того, алые нити могли с легкостью проникать сквозь все защитные сокровища и защитный духовный свет, пробивая бесчисленные маленькие дырочки в их телах. Затем из этих отверстий внезапно вырвались вспышки малинового пламени, мгновенно превратив их в ничто, и даже их зарождающиеся души не смогли вырваться. Глава 2427. 9 искусств, побеждающих дух скорби. Таким образом, несколько самых известных могущественных существ на всем континенте Тянь-Юань погибли, не успев издать ни единого звука. Что касается Мин Цзуна и других, то им удалось выжить под защитой Великого Серебряного Небесного Тома. Бесчисленные малиновые нити ударили в световой барьер, образованный сокровищем, заставив его беспорядочно вспыхнуть, прежде чем значительно потускнеть, но он оставался решительным. Тем не менее, Инганзи и все остальные сильно побледнели, и Мин Цзун сразу же бросил взгляд на мифических черных зверей с мрачным выражением лица. В результате они обнаружили, что 4 молодых людей в черных доспехах прятались за черным огненным барьером и также пережили это нападение. Малян был довольно удивлен, увидев, что так много людей пережили это нападение, но затем на его лице сразу же появилось холодное выражение, когда он сделал печать рукой, прежде чем издалека указать пальцем на гигантскую малиновую печать. Раздался громкий грохот, когда гигантская печать продолжила опускаться, легко разрушив светлую пагоду под ней, которая уже была изрешечена дырами.
Таким образом, печать обрушилась на Минцзуна и остальных, и близлежащее пространство снова окутал этот взрыв устрашающей силы, в то время как тошнотворный запах крови и запекшейся крови также появился снова. «Что нам делать, брат Мин?» — заорал Инь. «Что еще мы можем сделать, кроме как бороться за свои жизни? Будьте уверены, друзья даосы, он, должно быть, потратил огромное количество истинной сущности, чтобы развязать эту атаку, поэтому он не сможет использовать ее во второй раз. Товарищ даосист Улин, брат Ин, сделайте все возможное, чтобы пока противостоять этому сокровищу, и я применю секретную технику, чтобы попытаться запечатать его в его нынешнем истощенном состоянии. Товарищи даосы, пожалуйста, обрушьте на меня тотальную атаку своим связанным истинным пламенем, чтобы помочь мне». Мин Цзун передал голосовую передачу другим существам великой стадии Вознесения, а также 4 мифическим черным зверям. «Насколько ты уверен, что сможешь запечатать его, брат Мин?» Госпожа Улин спросила немного нерешительно. Смерть других существ великой стадии Вознесения уже вселила страх глубоко в ее сердце. Я раскрываю секретную технику бессмертия, которая требует, чтобы я пожертвовал частью своей души и сильно истощил свою основную силу, так что есть по крайней мере 50 шанс, что она увенчается успехом, ответил Мин Цзун. Госпожа Улин знала, что не было никакого способа, которым она могла бы успешно сбежать самостоятельно, поэтому она могла только стиснуть зубы, прежде чем ответить: «Хорошо, тогда я доверюсь тебе еще раз. Товарищ Дао Синь, давайте ударим вместе». Инь Гангзи кивнул в ответ, прежде чем немедленно издать громовой рев, от которого его тело снова резко раздулось, а по всей коже появились толстые серебряные узоры. Его руки также значительно утолщились, и он сжал руки в крепкие кулаки, прежде чем наброситься с сокрушительной силой. Что касается госпожи Вулин, она свела пару гигантских желтых мечей в своих руках вместе, и они соединились в один, образовав желтую булаву, которую она мягко взмахнула в воздухе, вызвав порыв желтого ветра. Женщина в роскошном платье все это время ничего не говорила, но, став свидетелем нападений Инганзи и госпожи Улин, она немедленно вытащила из волос нефритовую шпильку с 3 голубыми бусинками, вделанными в нее, прежде чем подбросить ее в небо. Нефритовая заколка для волос взорвалась шаром духовного света, в то время как 3 синих бусины взлетели выше в воздух, а затем превратились в 3 шара синего света размером с голову, которые были совершенно непримечательны на вид. Холодная улыбка появилась на лице Маляна, когда он увидел это, и кровавый туман вокруг малиновой печати поднялся по его приказу, прежде чем появилась серия толстых малиновых щупалец. Затем эти щупальца превратились в багровые копья, которые посыпались сверху, как смертоносный шторм. Алые копья были немедленно встречены бесчисленными выступами кулака, выпущенными Инь Ганцзы, и желтым ветром, выпущенным булавой госпожи Вулин, после чего все встречные копья были уничтожены или отправлены в полет. Между тем, 3 шара света, казалось, не имели никакой существенной формы, поскольку он продолжал подниматься вверх, и все малиновые копья, которые поразили его, просто прошли сквозь него, не имея возможности каким-либо образом повлиять на него. В следующее мгновение шквал выступов серебряного кулака и желтая булава с огромной силой ударили по гигантской печати, и желтый, серебряный и малиновый свет переплелись с оглушительным грохотом. Однако гигантский тюлень лишь слегка дрожал, но все еще неуклонно спускался. Выражения Инь Гангзи и госпожи Улин резко изменились, увидев это, и первый топнул ногой в пространство под ним, прежде чем медленно поднять руки вверх в толкающем движении, в то время как последний швырнул свою желтую булаву в воздух, произнося заклинание. Несколько сотрясающих землю ударов раздались в быстрой последовательности, и 2 массивные серебряные руки появились под гигантской печатью, чтобы противостоять ей снизу. В то же время гигантская желтая булава, похожая на божественное оружие, также поднялась в небо, прежде чем с неудержимой силой ударить по нижней стороне печати. Горный тюлень слегка вздрогнул перед лицом этих атак и, наконец, остановился в воздухе. Однако пара гигантских серебряных рук и массивная булава сразу же начали сильно дрожать, как будто они не могли продержаться долго. Выражения лиц Инь Гангзи и госпожи Улин потемнели, когда они увидели это. В этот момент они оба вложили всю свою магическую силу в серебряные руки и желтую булаву, и у них не было сил, чтобы сопротивляться дальнейшему спуску печати. Как раз в этот момент 3 шара синего света, наконец, приблизились к печати, и они взорвались, как только соприкоснулись с кровавым туманом. Взрыв ледяной силы, которая могла практически заморозить душу человека, немедленно распространился по воздуху, после чего 3 гигантских голубых ледяных цветка диаметром более 100 футов появились из ледяной ци, а затем выпустили 3 столба полупрозрачного света, которые ударили в печать снизу. Слой темно-синего ледяного льда сразу же сформировался на нижней стороне тюленя, и лед распространялся с невероятной скоростью, охватывая большую часть тюленя всего за несколько вдохов. Мало того, что Инь Гангзи и госпожа Улин были ошеломлены, увидев это, даже Мин Цзун смотрел на это с удивленным выражением лица. Это семена ночных ледяных цветов. Я не думал, что здесь, в Нижнем Царстве, найдутся семена такого экзотического цветка.
Сказав это, этого будет недостаточно, чтобы поймать мою печать крови мириадов духов, сказал Малян с намеком на удивление на лице, прежде чем внезапно дунуть в сторону печати издалека. Пятнышки золотого пламени немедленно появились вокруг печати, затем набросились на голубой ледяной лед, и сразу же раздалась череда громких тресков и хлопков. В то же время сам гигант также начал выпускать слой багрового пламени. Таким образом, голубой лед был зажат между двумя типами пламени, и он быстро таял. Женщина в роскошном платье уже села и изо всех сил впрыскивала свою магическую силу в 3 ледяных цветка наверху. «Брат Мин, чего ты ждешь? Я не могу так долго продолжать». «Будьте уверены, товарищи даосы, я уже сделал свой ход», — спокойно ответил Мин Цзун. Инь Гангзи и другие, естественно, слегка запнулись, услышав это. В следующее мгновение над Маляном вспыхнули пространственные колебания, и появилась миниатюрная лазурная фигура примерно в фут высотой. Черты лица фигуры были полностью скрыты слоем лазурного света, но в руках она держала ржавую черную лампу. Малян немедленно поднял голову и выпустил изо рта струю золотого пламени, которое мгновенно разлилось, превратившись в море огня, которое устремилось к миниатюрной фигурке. Пространство вслед за золотым пламенем сильно искривилось и искривилось, как будто оно вот-вот расплавится. Однако миниатюрная лазурная фигурка просто неторопливо подняла лампу, которую держала, прежде чем направить ее в море пламени внизу. Слабый черный свет вспыхнул на поверхности лампы, и перед ним выплыла серия серых рун, на которых в неистовстве вспыхнуло золотое пламя. В мгновение ока все море золотого пламени было втянуто в лампу, и даже Малян не мог не слегка дрогнуть, увидев это. Прямо в этот момент миниатюрная фигурка швырнула лампу вниз, а затем превратилась в шар лазурного света, который вспыхнул в лампе, чтобы зажечь обугленный черный фитиль внутри нее. Таким образом, в лампе немедленно появилось маленькое серое пламя, и в то же время лицо Мин Цзуна слегка побледнело, а его тело непроизвольно подалось вперед. От лампы раздался взрыв жужжания, и слой серого пламени вспыхнул на ее поверхности, на которой она увеличилась в бесчисленное количество раз по сравнению с ее первоначальным размером, охватывая практически все небо. В то мгновение, когда Малян был окутан серебряным пламенем, его бессмертная духовная сила внезапно замерла. Вдобавок ко всему, защитный золотой свет вокруг него померк, и он не смог раскрыть никаких дальнейших секретных техник. Прямо в этот момент вокруг него вспыхнули пространственные колебания, и 4 мифических черных зверя появились в унисон, прежде чем открыть пасти, чтобы выпустить черные огненные шары размером с колеса повозки, все из которых одновременно обрушились прямо на Маляна. Малян был весьма встревожен таким поворотом событий, но он немедленно сжал руки в кулаки, прежде чем броситься на 4 черных огненных шара. Раздались 3 оглушительных удара, когда 3 огненных шара были мгновенно уничтожены кулаками Маляна, но последний внезапно исказился, прежде чем превратиться в черную тень, которая в мгновение ока достигла Маляна, прежде чем предстать человеком в серой мантии. Человек в сером поднял руку и положил ладонь на талию Маляна, затем сказал леденящим душу голосом: «9 искусств, побеждающих духов скорби». Глава 2428. Коллективная гибель. Внезапно слой черной ци вырвался из тела человека в сером, и его вытянутая рука сразу же полностью сморщилась. Однако в то же время 9 различных типов колебаний закона вырвались из руки, прежде чем слились в одно целое. Его сморщенная рука вонзилась в талию золотого гиганта, и как только большая часть руки погрузилась в тело Маляна, она резко взорвалась. Вспышка девятицветного пламени вырвалась наружу, мгновенно затопив все тело золотого гиганта и подожгла его. Золотой гигант взревел от агонии, и его кровь и плоть были быстро сорваны девятицветным пламенем. Цвета пламени были очень отчетливо разделены, но также каким-то образом находились в совершенной гармонии, и оно содержало 9 различных типов законов. После успешной внезапной атаки Сюань Цюлин исчез на месте, прежде чем появиться рядом с Мин Цзуном с холодной улыбкой на лице. Перед лицом моих 9 искусств, побеждающих дух скорби, даже истинный бессмертный не сравнится. Даже несмотря на то, что он взорвал одну из своих собственных рук, он был чрезвычайно доволен тем, что убил настоящего бессмертного. В этот момент слой черного пламени вокруг золотого гиганта наконец исчез, и ржавая черная лампа наверху взорвалась пятнами духовного света. Оказалось, что это было одноразовое сокровище, которое можно было использовать только один раз. Инь Гангзи и другие, естественно, были в восторге, увидев это, и все чувствовали себя так, словно только что пережили тяжелое испытание. Слабая улыбка также появилась на лице Мин Цзуна, когда он оценил золотого гиганта, который был полностью подожжен. Самой страшной частью 9 искусств, побеждающих дух скорби, были эти 9 истинных огней скорби. Пламя содержало связанное пламя 9 типов истинных духов, наделенных свойствами огня, поскольку 9 различных типов сил законов были поглощены другими способами. Всего лишь крошечная частичка этого огня могла бы испарить океаны и растопить целые горы.
Даже если бы самые грозные существа в царстве истинных бессмертных соприкоснулись с этим пламенем, они не смогли бы спастись, по крайней мере, не получив серьезных травм, не говоря уже об этом истинном бессмертном. Казалось, что не будет необходимости раскрывать другой козырь, который был подготовлен. Когда эти мысли промелькнули в голове Миндзуна, золотой гигант совершенно замолчал, и его плоть была полностью сорвана, оставив на своем месте только массивный золотой скелет. Все испустили коллективный внутренний вздох облегчения, увидев это. Однако женщина в роскошном платье внезапно в панике закричала: «Подождите, на самом деле он не мертв». Сила этой печати крови мириадов духов ни в малейшей степени не исчезла. Инганзи и другие были очень встревожены, услышав это, и они немедленно обратили свое внимание вверх. Высоко в небе голубой лед на поверхности гигантского тюленя все еще быстро таял от двух видов пламени, и остался только очень тонкий слой льда. «Быстро! Напади на него снова!» Закричал Мин Цзун, когда выражение его лица значительно потемнело, и он сделал жест рукой, прежде чем открыть рот, чтобы выпустить синий летающий кинжал длиной в несколько дюймов. Затем кинжал превратился в полосу света, которая длилась более 100 секунд, прежде чем устремиться прямо к золотому скелету. Тем временем в глазах Сюань Цзюлина мелькнул намек на недоверие, и он немедленно провел рукавом по воздуху, выпустив сотни полос серебристого света, которые пронзили пространство и в мгновение Эйка достигли золотого скелета, прежде чем устремиться к нему сотнями серебряных летающих мечей. Внезапно на теле золотого скелета появился костюм из красивых кристаллических доспехов, и на доспехах появилось бесчисленное множество пурпурно-золотых рун. Все встречные атаки поражали кристаллическую броню только для того, чтобы немедленно быть отправленными в полет, не имея возможности повредить руны вообще. 4 мифических черных зверя, естественно, могли видеть, что ситуация резко изменилась к худшему, и они немедленно выпустили еще по одному черному огненному шару каждый, отступая назад. Черные огненные шары ударили в пурпурно-золотые руны и яростно взорвались, но также были совершенно неэффективны. Прямо в этот момент раздался взрыв зловещего кудахтания, и золотой скелет внезапно открыл рот, чтобы выпустить темно-зеленый флакон размером с ладонь, прежде чем указать пальцем на флакон, после чего он мгновенно исчез. В следующее мгновение над золотым скелетом вспыхнули пространственные колебания, и появилась массивная проекция пузырька размером около акра. Проекция опрокинулась, и из ее отверстия хлынула струя зеленой жидкости, прежде чем спуститься с небес, как падающий дождь. Дождь, казалось, охватил довольно большую площадь, но на самом деле он падал только на небольшую площадь, в центре которой находился золотой скелет. Золотой скелет не обращал внимания на приближающиеся атаки и издал низкий рев, прежде чем раскинуть руки, как будто пытался растянуться на максимальный размах. Как только духовный дождь упал на золотой скелет, над ним появился слой зеленого духовного света, после чего на всех его костях появилась серия алых нитей, которые быстро превратились в куски плоти. Всего за несколько вдохов тело золотого гиганта пришло в норму, после чего он резко открыл глаза. В то же время на его лице появилась зловещая улыбка, и он сделал хватательное движение, чтобы вернуть маленький зеленый пузырек в небе обратно в свои руки. В результате проекция гигантского флакона исчезла, и духовный дождь также утих. Я не думал, что у тебя в рукаве есть лампа ограничения происхождения и 9 искусств, побеждающих дух скорби. Похоже, я недооценил тебя. Тем не менее, все, что вам удалось сделать здесь, полностью привело меня в ярость. Я не дам тебе сейчас никаких шансов на выживание, все здесь умрут, и никто не сможет убежать, взревел золотой гигант, запечатав ладонью перед тем, как открыть рот, выпустив бесчисленные пурпурно-золотые руны, которые мгновенно растворились в воздухе. В следующее мгновение в небе появился яркий золотой свет, и появилась серия шаров золотого света размером с голову. Золотой гигант начал произносить заклинание, и шары света резко увеличились в размерах по приказу гиганта. В то же время дремлющие золотые вулканы внизу снова начали выпускать потоки золотой лавы, быстро превращая Землю в мир золотой лавы. Золотой свет и золотая лава начали сходиться между небом и землей, и Мин Цзун немедленно отступил назад, как полоса синего света, когда он крикнул «Беги!». Он собирается атаковать, используя свою область духа. 4 мифических черных зверя уже сбежали в виде 4 шаров черного света, и Сюань Цзюлин стиснул зубы, прежде чем исчезнуть на месте в виде слабой тени. Сердца Инганзи и госпожи Улин полностью упали при виде этого, и они, естественно, тоже бежали, спасая свои жизни. Гигантские серебряные руки и огромная желтая булава в небе исчезли, и Инганзи тяжело рухнул на землю, как падающая звезда, прежде чем погрузиться в землю и убежать, используя технику движения земли. Тем временем пара серых крыльев летучей мыши появилась на спине госпожи Вулин во вспышке черного света, и она энергично захлопала крыльями, улетая, как порыв ветра. Женщина в роскошном платье поспешно попыталась также применить технику уклонения, но было уже слишком поздно. Взрыв грохота донесся от малиновой печати в небе, и то, что осталось от слоя голубого льда, немедленно раскололось, вслед за чем печать спустилась сверху, как молния. Пространство вокруг женщины снова сжалось, и она была полностью обездвижена.
Она отчаянно высвобождала все свои сокровища в безумии, образуя слой за слоем защитный духовный свет, но все эти сокровища были мгновенно уничтожены вспышкой малинового света, выпущенной гигантской печатью, и в следующее мгновение женщина была полностью стерта из существования. Перед лицом всемогущей силы печати крови мириадов духов она не только превратилась в ничто, но и все ее сокровища были уничтожены. Никто из вас никуда не денется. Холодно пробурчал золотой гигант, когда пурпурно-золотой свет вспыхнул из его руки, и он указал пальцем в определенном направлении. Золотой свет вокруг тела гиганта немедленно поднялся гигантской золотой волной, прежде чем обрушиться вниз, чтобы подхватить убегающих Мин Цзуна, Сюань Цюлин и госпожу Улин в царство духов. В то же время пространственные колебания вспыхнули у края области духов, и 4 мифических черных зверя появились из воздуха с встревоженными выражениями. Прежде чем 7 из них успели среагировать, 7 гигантских рук, испещренных пурпурно-золотыми узорами, появились под ними, прежде чем плотно сомкнуться вокруг их тел. Затем на них обрушилась мощь законов, и они не только были полностью обездвижены, их магическая сила также полностью застыла. 7 из них, естественно, окаменели от такого развития событий, и прямо в этот момент над ними появились 7 идентичных малиновых отпечатков, прежде чем спуститься с небес. После всего лишь краткой вспышки малинового света 3 великих существа стадии Вознесения и 4 мифических черных зверя все были обращены в ничто. Тем временем Инганзи находился на глубине десятков тысяч футов под землей, но он был окружен 8 золотыми подземными вулканами и полностью обездвижен. 8 вулканов изверглись в унисон под взрыв громкого грохота, и Инганзи мгновенно затопила раскаленная золотая лава. Из золотой лавы донесся мучительный вой, за которым последовала полная тишина. Довольное выражение появилось на лице золотого гиганта, когда он стал свидетелем гибели своих врагов, но затем его выражение внезапно потемнело, когда он повернулся в определенном направлении. «Кто там? Выходи прямо сейчас». Как только его голос затих, еще одна гигантская золотая рука появилась из воздуха в том направлении, прежде чем спикировать сверху, насильно вырвав миниатюрную пурпурно-золотую фигуру из воздуха. У миниатюрной фигурки не было никаких черт лица, кроме пары горящих глаз, и хотя она была поймана гигантской золотой рукой, она ни в малейшей степени не запаниковала, бесстрастно оценивая золотого гиганта. «Это пожирающий золото бессмертный!» — воскликнул золотой гигант, когда на его лице появилось ошеломленное выражение. Глава 2429. Жертвоприношение. Внезапно из глаз миниатюрной фигурки вылетели 2 полоски полупрозрачного света, и пальцы гигантской золотой руки, обхватившие ее, мгновенно оторвались, после чего она унеслась прочь в виде полоски золотого света. Кто бы мог подумать, что пожирающий золото бессмертный такого калибра может быть найден в Нижнем Царстве. Если бы я мог приручить его и вернуть в царство истинных бессмертных, он был бы чрезвычайно могущественным союзником. Восторженное выражение появилось на лице Маляна, когда он указал пальцем на убегающую полосу золотого света, и было вызвано еще несколько гигантских золотых рук, прежде чем схватиться за полосу света, выпуская вспышки силы законов. Резкий визгливый звук внезапно раздался в полосе золотого света, после чего бесчисленные полосы невидимой ци меча вырвались во всех направлениях. Раздался сильный взрыв, когда массивные золотые руки были уничтожены ци меча, но в близлежащей области появилось больше гигантских рук, чтобы занять их место. В то же время сила законов повлияла на Цзиньтуна, заставив его стать чрезвычайно медленным и вялым. Одновременно с этим из золотых вулканов внизу раздался оглушительный грохот, и они превратились в несколько десятков гигантских воинов в золотых доспехах, которые устремились прямо к Цзиньтону. В этих обстоятельствах у Цзиньтуна практически не было шансов спастись. При виде этого на лице Маляна появилась слабая улыбка. Однако его аура была сильно уменьшена, явно указывая на то, что он потратил огромное количество бессмертной духовной силы во время предыдущей битвы. «Самое время», — неожиданно пробормотал Хань Ли про себя, оценивая лазурное зеркало перед собой у подножия ядра формирования, находящегося в бесчисленных километрах отсюда. На поверхности зеркала появилось изображение Цзиньтуна, который превратился в массивного золотого жука, и он столкнулся с несколькими десятками воинов в золотых доспехах. Цзиньтун был послан Хань Ли шпионить за Маляном, чтобы он мог постоянно следить за ситуацией и гарантировать, что не произойдет ничего неожиданного. «Я должен это сделать». Я не думал, что мне придется использовать этот последний козырь. Континент Тянь-Юань подвергнется серьезному негативному воздействию после этой битвы, но у меня не было другого выбора, кроме как сделать это ради всего царства духов, пробормотал себе под нос другой человек, сидя на гигантском строе в пустом и тусклом зале. Затем он перевернул руку, чтобы создать светящуюся серебряную формирующую пластину, и бесчисленные серебряные руны вырвались из формирующей пластины, прежде чем в безумии перетечь в формацию. При освещении серебряным светом было обнаружено, что человек, держащий пластину формирования, был никем иным, как вторым Минцзуном.
Юнь-Дань и Юэ-Шу сидели в другом ядре формирования с закрытыми глазами, когда ци соседнего мира внезапно зашевелилась, и 8 колонн, а также алтарь начали в унисон выпускать страшные колебания закона. Двое из них немедленно открыли глаза, почувствовав это, и на лицах всех охранников торговой гильдии поблизости также появились испуганные взгляды. Почему ци происхождения мира здесь внезапно стала такой жестокой? Воскликнул Юнь-Дань, поднимаясь на ноги. Может быть, что-то пошло не так с формированием биполярной аннигиляции? Юэ-Дан размышлял. Юнь-Дань посмотрел в небо, и выражение его лица сразу же резко изменилось. «Подожди, почему сила законов собралась над нами? Похоже, он специально нацелен на нас. Мы должны убираться отсюда». Юэ-Шу всегда полностью доверяла Юндану, и, услышав это, она поспешно провела рукавом по воздуху, выпустив шар черного света, который превратился в черную летающую карету с 3 парами серебряных крыльев по бокам. Однако, прежде чем они вдвоем сели в карету, алтарь и 8 колонн содрогнулись, прежде чем каждая выпустила столб пятицветного света в небеса. Колебания закона сошлись в небе, и сформировалось световое образование диаметром около 10 километров. Из светового образования раздался взрыв жужжания, и в его центре немедленно появился пятицветный вихрь, затем выпустил вспышку малинового света, которая опустилась прямо на ядро образования. Полусферический барьер малинового света немедленно обрел форму, поймав Юнь-Даня и Юэ-Шу, а также охрану торговой гильдии под ним, как гигантскую чашу. В то же время взрыв силы законов заполнил всю область внутри светового барьера, и магическая сила в телах Юнь-Даня и Юэ-Шу сразу же стала чрезвычайно вялой. «Давайте выбираться из-под земли», — закричал Юнь-Дан, схватив Юэ-Шу за руку, и мгновенно появился в летающей карете. Юэ-Шу поспешно сделал ручную печать, и карета немедленно превратилась в шар черного света, который нырнул вниз к земле, только чтобы быть отброшенным слоем лазурного света, который внезапно появился над землей. Юнь-Дань издал яростный рев, когда он призвал длинную золотую алебарду, которая была около 10 футов в длину, прежде чем обрушить ее с яростной силой. Раздался оглушительный грохот, когда сверкающее золотое солнце взорвалось на земле, посылая ударные волны, распространяющиеся во всех направлениях и сбивающие с ног многих охранников близлежащей торговой гильдии. Однако, как только золотой свет померк, оказалось, что барьер лазурного света на земле совершенно невредим. Как это может быть? Твоя алебарда духовного света никогда раньше не подводила свою цель. Воскликнул Юэ-Шу. Ты все еще не понимаешь. Мы все попали в ловушку Миндзуна. Это не ядро формирования, это ловушка, предназначенная специально для нас двоих. Сказал Юнь-Дан, пристально глядя на лазурный свет на земле с мрачным выражением лица. Юэ-Шу слегка запнулась, услышав это, прежде чем стиснуть зубы и спросить, зачем ему это делать? Какая ему выгода от того, что он заманил нас в ловушку здесь? Кроме того, действительно ли это ограничение достаточно сильное, чтобы заманить нас в ловушку здесь? Есть только один способ выяснить, достаточно ли сильно это ограничение, чтобы действительно заманить нас в ловушку. Что касается того, почему он это сделал. Холодный свет вспыхнул в глазах Юнданя, когда он швырнул свою золотую алебарду в сторону алтаря. Оглушительный грохот раздался, когда алтарь взорвался, как шар золотого света, разбросав бесчисленные камни во все стороны, только гигантский кратер в земле остался на своем месте. Миндзун никогда не оставлял здесь глубокое небесное сокровище. Он хочет, чтобы мы действовали как заменители глубокого небесного сокровища. Сказал Юнь-Дан холодным голосом. Как он смеет? Мы должны немедленно убираться отсюда, сказал Юэ-Шу с паническим выражением лица. Не нужно бояться. Я не знал об этой ловушке, но я приготовил много козырей в ожидании этой битвы против истинного бессмертного. Как только его голос затих, Юнь-Дан открыл рот, чтобы выпустить чернильно-черную бусинку. Он поймал бусинку, прежде чем злобно швырнуть ее в находящийся поблизости барьер малинового света, и почти в тот же самый момент световой барьер выпустил вспышку малинового света, которая пронеслась по близлежащей области. Все охранники торговой гильдии, которые соприкоснулись с багровым светом, немедленно взорвались облаками кровавого тумана. Черная бусина также была подхвачена багровым светом еще до того, как достигла светового барьера, и мгновенно превратилась в столб черного дыма. Это невозможно. Лицо Юнь-Даня смертельно побледнело, увидев это, и он больше не мог сохранять самообладание. Юнь-Шу также была сильно встревожена, когда она отчаянно взмахнула рукавами в воздухе, выпустив шквал сокровищ, но все они также взорвались перед лицом приближающегося малинового света. В этот момент все охранники торговой гильдии превратились в кровавый туман, и багровый свет приближался к ним со всех сторон. Они обменялись взглядами, и оба увидели в глазах друг друга отражение собственного отчаяния. Если бы их силы не были сильно ослаблены колебаниями закона, возможно, они смогли бы оказать некоторое сопротивление, но сейчас они были совершенно бессильны. В
качестве последнего отчаянного поступка они выпустили все свои сокровища сразу, одновременно впрыснув то немногое, что осталось от их магической силы, в защитный духовный свет вокруг своих тел. В следующее мгновение багровый свет залил их обоих, и всего за несколько мгновений они также превратились в кровавый туман, который был втянут в вихрь в небе. В другом ядре формации Ханьли находился на небольшой территории, окруженной барьером желтого света, и с мрачным выражением лица смотрел на жужжащие гигантские световые образования в небе. Все охранники торговой гильдии здесь также превратились в кровавый туман, который был втянут в световое образование, и внезапно это образование растворилось в воздухе. Цзинь-Туна удерживали сразу несколько охранников в золотых доспехах, и перед тем, как привязаться к его телу, появилась серия пурпурно-золотых нитей света. «Ха-ха, ты никак не сможешь сбежать из моего царства духов. Давай посмотрим, что ты собираешься делать сейчас». Малян радостно захихикал, направляясь к Цзинь-Тону. Прямо в этот момент внизу вспыхнули энергетические колебания, и на земле появилось колоссальное световое образование, которое охватывало практически всю точку зловещего крика, а Малян находился точно в ее центре. Сердце Маляна слегка дрогнуло, когда он увидел это, и выражение его лица резко изменилось, когда он направил свое духовное чувство к световому образованию внизу. Почти в тот же самый момент полупрозрачная нить света вырвалась из центра светового образования, пронзив все небо и землю в мгновение ока. Зрачки Маляна резко сузились при виде полупрозрачной нити, как будто он стал свидетелем чего-то чрезвычайно страшного, и он немедленно выстрелил в ответ, как шар золотого света. Глава 2430. Флакон, контролирующий небеса. В следующее мгновение прозрачная нить взорвалась столбом обжигающего белого света, который вырвался во все стороны, мгновенно затопив все в радиусе 1000 километров. Все охранники в золотых доспехах были уничтожены в белом свете, и Цзинь-Тун снова превратился в гигантского жука. В то же время он свернулся в мерцающий золотой шар с пурпурно-золотыми узорами по всей его поверхности. Что касается Маляна, то ему удалось убежать лишь на короткое расстояние, прежде чем его тоже залил белый свет с выражением ужаса на лице. Лазурное зеркало перед Ханьли взорвалось, но ослепительно белый свет, отраженный в зеркале, был виден издалека. Ханьли поднял глаза и бросил мрачный взгляд в центр точки зловещего крика, где грохочущие раскаты непрерывно раздавались рядом со вспышками белого света. Намек на благоговейный трепет появился в глазах Ханьли, когда он почувствовал энергетические колебания, исходящие из этого направления. Это биполярное разрушительное образование действительно внушает страх. Если бы я заранее не принял эти защитные меры, то, скорее всего, тоже погиб бы здесь, вздохнул Ханьли. В ответ раздался голос Даосиста Се. Если бы это было настоящее биполярное разрушительное образование, вы бы действительно не смогли сравниться с силой его самодетонации. Однако из-за изменений, которые мы внесли, мощность самодетонации составляет лишь около 10-й части того, что было бы в противном случае, так что есть очень хороший шанс, что вы сможете выжить с помощью своих способностей. Как только голос затих, Даос Се появился позади Ханьли среди вспышки серебряной молнии. В таком случае, разве не было бы еще больше шансов, что истинный бессмертный выживет? Спросил Ханьли. «Это верно», — ответил Даос Се. «По вашим оценкам, сколько энергии смог бы сохранить этот истинный бессмертный, если бы ему удалось избежать взрыва?» Спросил Ханьли с задумчивым выражением лица. Трудно сказать, но он, скорее всего, не сможет сохранить свое истинное бессмертное тело, и в определенной степени он пострадает от негативной реакции. Я не знаю, какую секретную технику он использовал, чтобы позволить ему противостоять ограничительной силе этого царства, но она определенно вернется, чтобы укусить его, сказал Даосист Се. В таком случае, похоже, вы одобряете мой план пойти и посмотреть, сказал Ханьли. В конечном счете, это зависит от вас. Враг необычный, истинно бессмертный, так что есть очень большая вероятность, что у него будут настоящие пилюли души. Если вы сможете его получить, то вам будет намного легче преодолеть свою скорбь вознесения, ответил Даос Се после короткого колебания. Я понимаю. Похоже, тогда у меня нет другого выбора, кроме как рискнуть. К счастью, в его нынешнем состоянии я смогу сбежать, даже если не смогу победить его, сказал Ханьли со слабой улыбкой, затем взмахнул рукавом в воздухе, чтобы вызвать серебряную молнию на земле. В строю ярко сверкнула молния, и Ханьли и Даос Се исчезли на месте. В центре точки зловещего крика белый свет померк, и вся площадь в радиусе 1000 километров обрушилась более чем на 100 футов, создав массивный искусственный бассейн. Вся поверхность бассейна была гладкой, как зеркало, без каких-либо ям или выпуклостей, и над центром бассейна парили два объекта. Один из них был массивным золотым шаром, который был полностью обуглен, и от него исходил запах гари, как будто он был полностью зажарен. Другим объектом был огромный пурпурно-золотой кристалл, внутри которого была неясная гуманоидная фигура. Кристалл разбился первым, и Малян появилась в полностью обнаженном состоянии.
Он не только вернулся в свой человеческий облик, его лицо было совершенно бледным и бесцветным, и у него было очень мрачное выражение, когда он осматривал окрестности. Как и ожидалось от бессмертной формации, способной высвободить столько силы. Жаль, что она была неполной. В противном случае пробормотал себе под нос Малян, но не успел он закончить фразу, как на поверхности золотого шара внезапно появилась серия розовых трещин. Сразу же после этого отвалились куски вареного мяса, и появился огромный мерцающий золотой жук. Малян слегка запнулся, увидев это, прежде чем его глаза загорелись, и он воскликнул: кто бы мог подумать, что пожирающий золото бессмертный в простом низшем царстве овладел такой глубокой защитной способностью. Ха-ха, способности этого насекомого намного превосходят то, что я ожидал. Затем он немедленно перевернул руку, чтобы достать серебряный талисман, который он приготовился бросить Цзиньтону. В этот момент аура Цзиньтуна также значительно уменьшилась, но в его глазах промелькнул свирепый взгляд, когда он приготовился вступить в бой с Маляном. Прямо в этот момент бесчисленные дуги серебряных молний возникли из воздуха среди грохочущего раската грома, мгновенно образовав серебряную молнию размером в несколько десятков футов. Выражение лица Маляна слегка изменилось, когда он увидел это, и он немедленно направил свой серебряный талисман на формирование молнии. Талисман мгновенно превратился в гигантский серебряный топор длиной более 100 футов, прежде чем яростно обрушиться на строй. Еще до того, как он достиг формации, ледяная аура вырвалась из топора. Две неясные гуманоидные фигуры появились внутри молниеносного формирования, и одна из них взглянула на приближающийся гигантский топор, прежде чем поднять руку, чтобы выпустить полосу ци-лазурного меча в отместку. Двое столкнулись, и оба были мгновенно отброшены назад. Гигантский серебряный топор распался на пятнышки духовного света, в то время как полоса ци-лазурного меча вернулась в руки своего владельца, прежде чем превратиться в миниатюрный лазурный меч. Дуэт внутри молниеносной формации, естественно, был никем иным, как Хань Ли и Дао Се. Похоже, все больше людей желают смерти. Это бессмертная марионетка. Намек на удивление появился на лице Маляна, когда он определил природу даосиста Се. Как и следовало ожидать от истинного бессмертного, так легко опознавшего брата Се. Судя по вашему нынешнему состоянию, реакция из царства духов, должно быть, была довольно серьезной. «Сколько твоей силы ты сохранил?» — спросила Хань Ли со слабой улыбкой. В то же время Цзинь-Тун полетел к нему в виде шара золотого света, прежде чем быстро исчезнуть в его рукаве. Похоже, эта бессмертная кукла, должно быть, рассказала тебе о реакции царства. Даже имея всего 10-ую часть моей силы, мне не составит труда убить вас двоих. Однако я могу пощадить тебя, если ты предложишь мне этого пожирающего золота бессмертного обеими руками, сказал Малян с холодной улыбкой. Ты имеешь в виду моего монарха-жука-пожирателя золота? Хе-хе, боюсь, и я не могу согласиться с этим, Хань Ли усмехнулся в ответ. В таком случае, мне просто придется убить тебя и приручить этого пожирающего золота бессмертного, сказал Малян, делая движение захвата, при котором алая печать появилась в его руке среди вспышки малинового света. Выражение лица Хань Ли слегка потемнело, когда он увидел это, и проекция истинного дьявола происхождения появилась позади него во вспышке золотого света. В то же время серия лазурных выступов меча вырвалась из его тела, прежде чем быстро размножиться, образовав море мечей, которые исчислялись тысячами. Что касается Даоса Се, то из его тела вырвались дуги серебряных молний, придавая ему вид всемогущего бога молний. Прямо в этот момент Хань Ли почувствовал, как перед его грудью вспыхнул жар, и лазурная проекция в форме пузырька появилась сквозь его одежду, прежде чем подняться прямо к небесам. Почти в тот же самый момент темно-зеленый флакон вылетел из рукава Маляна, прежде чем направиться прямо к Хань Ли, издав при этом слабый жужжащий звук. Малян рефлекторно взмахнул рукавом в воздухе, чтобы поймать маленький зеленый пузырек, но в его глазах сразу же появился намек на недоверие при виде выступа пузырька на груди Хань Ли. «У тебя есть флакон с контролем небес?» «Ха-ха, я искал этот флакон по всему царству духов только для того, чтобы его преподнесли мне на порог. Похоже, мне сейчас нет необходимости выслеживать этого предателя, я могу просто предложить этот флакон патриарху, и он, безусловно, щедро вознаградит меня за мои усилия», — радостно хихикнул Малян. «Небеса контролируют флакон? О чем ты говоришь?» Выражение лица Хань Ли резко изменилось, когда он сосредоточил свой взгляд на маленьком зеленом флаконе, который держал Малян. Не пытайся сказать мне, что у тебя нет такого флакона. Тот, что у меня здесь, всего лишь копия флакона, контролирующего небеса, но нет никаких сомнений его способности чувствовать оригинал, сказал Малян с холодным выражением лица. Это то, что ты имеешь в виду? Брови Хань Ли слегка нахмурились, когда он перевернул руку, чтобы достать маленький лазурный флакон. Действительно, флакон был полностью идентичен тому, который держал Малян, за исключением того, что он был немного светлее, что делало его еще более приземленным. Вот именно. Держаться.
Это, кажется, всего лишь пустой сосуд без духа флакона. Где ты спрятал духа флакона? Выражение лица Маляна резко изменилось, когда он посмотрел на зеленый флакон в своей руке и обнаружил, что он больше не реагирует. Флакончик с духом. Что это должно быть? Спросил Ханли, слегка прищурив глаза.